Полковник Вениамин Смирнов руководил местным отделением полиции уже 12 лет и за всю свою практику ни разу не сталкивался с такой патовой ситуацией. За месяц в городе бесследно пропало уже 5 человек. Вениамин подошел к настенному календарю, с которого на него смотрела Алла Борисовна Пугачева, и обвел в кругляшок число 10 августа 1989 года. Осталось всего 10 дней. Повторил он про себя неутешительную цифру. Если с этой проблемой не разберусь, проводят на пенсию. Лучок на огороде выращивать. В кабинет полковника постучали. «Вениамин Сергеевич!» В дверь сначала просунулась рыжая голова молодого оперативника Володи Семенова, а затем показался и он сам. «Разрешите по срочному делу?» «Только быстро!» Поморщился Смирнов и махнул рукой крепкому телом, но наивному и глуповатому новому сотруднику. «Тут один чудило просится принять», – ухмыльнулся оперативник. «Говорит, что может помочь разобраться с этими потеряшками. Деревня. Мне его как, сразу послать или пообщаетесь?» «Зови, конечно». «Дубина стаиросовая», – мысленно обозвал полковник молодого подчиненного. «Сейчас нам любые сведения на вес золота». Через пару минут перед Смирновым сидел необычный человек, одетый по-походному как геолог, хоть и внешности самый обычный, средний рост, прямой нос, волосы русые, но во взгляде было у него что-то дурное. «Псих, наверное», – подумал, поерзав в кресле, начальник полиции города К. «Вам откуда известно про пропажу людей?» – спросил необычного посетителя Вениамин Сергеевич. «Земля слухами полнится», – пожал плечами псих. «И что, вы вот так запросто можете решить нашу проблему?» – не выдержал молодой оперативник Семенов, забыв про субординацию. «Не запросто, но могу», – невозмутимо ответил тот. «Можно посмотреть ваш паспорт?» – попросил незнакомца полковник Смирнов. Необычный посетитель достал документ из вещмешка и протянул его начальнику полиции. «Виктор Иванов», – прочитал Вениамин Сергеевич. Семенов тоже заглянул в документ и выпалил. «А фотография-то не ваша?» «Моя», – улыбнулся Виктор. «Просто фотограф был пьян». «Значит, утверждаете, что вы шаман?» Смирнов вернул паспорт необычному посетителю и выразительно посмотрел на большой диск в кожаном чехле, который тот бережно держал сбоку. «Шаманов мне еще не хватало», – обругал он себя за либерализм. Но ситуация вырисовывалась не рядовая, тут хоть к бабкам-гадалкам беги, но преступника найди. «Я не настаиваю, чтобы меня называли шаманом», – равнодушно ответил необычный посетитель и автоматически погладил свой бубен. «Ладно». Полковник встал из кресла и прошелся по кабинету. «Семенов, задание будет такое. Временно поступаешь в распоряжение шамана Виктора. Покажешь ему материалы дела. Через 5 дней результат должен быть. Иначе, Владимир, я тебе не завидую». Володька обругал себя за излишнюю инициативу, которая всегда ему выходила боком. С другой стороны, в городе полно родни. Сестры, братья, родные и двоюродные, тети и дядя, а тут такое. 5 человек, как корова языком слезала. Итак, народ после 10 старается из домов не выходить. Так что, может быть, все будет к лучшему. «А ты правда шаман?» – спросил, присаживаясь в свой мотоцикл с коляской марки «Урал», молодой оперативник. «Есть такое дело», – загадочно улыбнулся Виктор, усаживаясь рядом в коляску. «Город у вас, как Рим, раскинулся на 7 холмах. Так что, Володя, отвези меня на самое высокое место». «Так это...» – Семенов почесал свою рыжую шевелюру. «Самое высокое место – это около городской больницы. А зачем нам туда? Неужели в больнице этой преступник прячется?» «Все может быть». Шаман посмотрел на молодого опера очень серьезным тяжелым взглядом. Однако по приезде на самый высокий в округе холм Виктор отослал молодого сотрудника органов правопорядка отойти подальше, метров на 100, а сам сел в позу лотоса и заиграл на варгане.
Дребезжащий звук древнего народного инструмента необычайно громко разлетелся над окрестностями. И сначала ничего не происходило, но минуты через 3 поднялся резкий и порывистый ветер, на небе же показалась неприятно темно-синяя туча. Семенов торопливо затоптал горькую папиросу приму в песок и мелко перекрестился. «Ну, нечистая сила!» Мысленно он пригрозил шаману. «Ну ничего, если через 5 дней не будет результата, сам ему шею сверну», — решил бывший ВДВшник Володька. Целых полчаса скучал около мотоцикла оперативник Семенов. Шаман же, перестав бить пальцем по варгану, о чем-то надолго задумался и минут 10 вообще не шевелился. В результате, а возможно и совершенно случайно, ветер затих, а туча медленно растворилась в светло-синем небе. «Ну что?» — крикнул Володька шаману, когда тот перестал изображать из себя буддийскую статую, встал и пошел в сторону оперативника. «Сейчас больницу прочешем или сначала пообедаем?» «Знаешь что?» — ответил Виктор. «Сейчас заедем в городскую библиотеку, а потом уже можно будет и пообедать. Ты как, потерпишь еще?» «В армии не такое терпели», — сказал Семенов, при этом у него громко заурчало в животе. «С больницей-то что?» «С больницей все нормально, Володя», — грустно улыбнулся шаман. «Сейчас каждый час важен. Поехали». Городская библиотека города К находилась в Доме культуры на 2-м этаже. У бывшего ВДВшника там работала одноклассница, красавица Иринка Мальцева. Семенов уже пару раз подбивал клиник неприступной барышне, но все без толку. Вести этого психа в гости к ней ему сейчас, да и вообще не хотелось. Но раз люди пропадают, делать было нечего. «А это ты ветер вызвал и тучу?» – спросил Володька, когда мотоцикл тарахтел по неровной булыжной дороге. «Это, Володя, не ветер был». Шаман с любопытством рассматривал дома и улицы небольшого уездного городка. «Это духи были?» «Духи, значит», — усмехнулся про себя Семенов. «Через 5 дней поговорим с тобой по-мужски за духов этих самых». Когда Урал с коляской подъехал к центральному входу к ДК, шаман Виктор вдруг задумался. «Володя», — обратился он к оперу, — «давай знаешь, что сделаем? Купим конфеты и тортик. Нехорошо в гости идти без гостинца. Логично?» «Логично», — замялся Семенов. «Но хочу, чтобы ты сразу усвоил. Там библиотекарем работает моя одноклассница. В общем, это моя девушка, намек понял?» Торнадо, выбивший все стекла в здании гидромедцентра, как бы намекнул его сотрудникам, что сегодня не совсем солнечно и преимущественно без осадков при слабом юго-западном ветре. С серьезным лицом ответил шаман. А спустя 5 минут, когда в магазине он рассчитался за конфеты и торт, оперативник Семенов разразился громким заразительным смехом, распугав при этом сторонних покупателей. «Про торнадо это хорошо», — сказал Володька, прослезившись. Библиотека уездного города К была далеко не самым посещаемым местом. Конечно, редкие пенсионеры захаживали в это царство книг, но главным образом они выискивали свежие произведения отечественной и зарубежной фантастики. И, выбрав какого-нибудь Роя Брэдбери, они долго не задерживались. Один завсегдатай библиотеки все же был местный корреспондент городской газеты. Вот и сегодня Георгий Иванович Седых копался в старых подшивках послевоенной периодики. «Георгий Иванович», — обратилась к нему заведующая библиотекой, — «мы там с девочками чай пьем, вы как пойдете домой, дайте нам знать». «Конечно, Руфина Андреевна», — не поднимая головы, ответил местный газетчик. В уютной каморке, где работники библиотеки пили чай и устраивали себе небольшой перекус, неожиданно для оперативника Семенова шаман Виктор сыпал разными историями и прибаутками направо и налево. И что самое обидное для него, громче всех смеялась Иринка Мальцева. Заведующая библиотекой и еще одна работница архива вели же себя более сдержанно. «Руфина Андреевна», — вдруг спросил заведующую Виктор, — «а вы случайно не знаете, кто жил в этих краях до основания вашего замечательного городка?» «Не такой уж он и замечательный»,
– пробубнила Мальцева. «Воспоминания кое-какие сохранились», – задумалась женщина. «Здесь кочевали племена Манси, которые пасли своих оленей». «То-то я и смотрю. Хранитель местности какой-то необычный», – кивнул головой, соглашаясь шаман. «Что?» – переспросила, не поняв его слов, как и остальные Ирина. «Уважаемые дамы», – с грустинкой посмотрел Виктор на своих собеседниц. «Огромная просьба после 10 часов на улицу не выходить. От походов в лес по грибы и по ягоды пока воздержаться. Я живу на окраине», – вдруг зашептала работница архива. «Вчера видела в окно случайно, как какая-то сгорбленная человеческая фигура охотится на бродячих собак. И так уже как темень, так по домам прячемся, словно мыши по норам». «Маргарита Павловна», – всплеснул руками оперативник Семенов. «Ну как же так? Почему в полицию не заявили?» «Как же не заявила?» – обиделась женщина. «Приехали ваши и еще обругали за ложный вызов. Тот зверь разве ждать будет?» «А при чем здесь Манси?» – обратилась к Виктору Ирина Мальцева. «Основной религией Манси является шаманизм», – стал объяснять свои тревоги Виктор. «Долгие годы шаманы кормили своих духов, которые охраняли их города». «Чем?» – заинтересовалась заведующая. «В священной роще или пещере ставили алтарь из черепа медведя». Виктор внимательно посмотрел куда-то в сторону, а потом, странно кивнув головой, продолжил. Забивали раз в год оленя, омывая алтарь кровью животного, стучали в бубен, пели мантры. «Дикость!» – поморщила свое красивое лицо Ирина. А потом манси ушли, а духи уснули. Виктор еще раз замер, как бы обдумывая свои слова. Кто-то разбудил духов, и теперь они мстят за забвение людям. «Чушь!» – резко подвел итог беседе оперативник Семенов. Анатолий Евсеевич был заядлым грибником со стажем. Имел свои тайные места в лесу, и когда наступал август, обеспечивал себя красноголовиками, синявками, кубышками, шахтерами, рыжиками, опятами и белыми грибами под завязку. Почти на всю зиму хватало. Мировой закусон, хвастался он своей супруге с оленями, на Новый год и прочие праздники. Вот и в этот солнечный день пенсионер не спеша обходил свои делянки. Корзина уже наполовину заполнилась грибами, и Анатолий Евсеевич присел на поваленное дерево. «Сейчас ножки от шляпок отделю», — решил он, — «все аккуратно уложу и пройдусь еще до моего заветного овражка». И так пенсионер увлекся процессом очистки и укладывания даров леса, что не заметил, как птицы перестали щебетать, а кузнечики стрекотать, и вообще все вокруг погрузилось в полную тишину. И лишь когда за спиной хрустнула ветка, Анатолий Евсеевич внезапно вздрогнул, он резко посмотрел за спину и заметил, что кто-то очень большой юркнул за куст. «Эй!» – крикнул пенсионер. «Не балуй, у меня нож!» Ответом на воинственные выкрики Анатолия был хруст еще одной ветки слева. И опять пенсионер заметил какое-то молниеносное движение. Но кто это двигался, рассмотреть не удалось. Анатолий Евсеевич быстро побросал необработанные грибы в корзину и широким шагом направился в сторону дома. Однако кто-то за спиной продолжал преследовать его, хоть и не показывался на глаза. «Не подходи!» – крикнул пенсионер. «Убью!» И тут он остолбенел, так как в метрах 30 ему преградила путь какая-то сгорбленная человеческая фигура, которая опиралась, кроме полусогнутых ног, еще на одну руку. Анатолий Евсеевич бросился в сторону от тропы и побежал, куда глаза глядят. «У-у-у!» – раздался резкий вой справа. «Неужели обложили ироды?» – мелькало в голове пенсионера. Один слева, один сзади, один уже получается справа. «Не подходи!» – закричал запыхавшись грибник. На этих словах он запнулся о корягу и неловко грохнулся на землю. Корзина с грибами улетела в сторону, но теперь ему было не до нее. Анатолий привстал на колено и увидел озлобленную бессмысленную морду того, кто когда-то был человеком.
Пенсионер не растерялся и отмахнулся ножом. Дикий человек взвыл и отпрыгнул в сторону, отбежав метров на 5. Грибник, воодушевившись, снова побежал в противоположном направлении, однако силы его стремительно покидали. Анатолий Евсеевич тяжело задышал и прижался спиной к высокой сосне. Он краем глаза заметил, что какие-то полулюди, уже не таясь, медленно окружают его. Три мерзкие твари начали выходить на маленькую полянку, где Анатолий Евсеевич решил дать последний бой в своей жизни. «Убью!» – прохрипел он. И тут раздался громкий оружейный выстрел. Полулюди завертели своими уродливыми мордами по сторонам и с визгом бросились прочь. На счастье пенсионера на полянку вышел охотник, крепкий мужчина лет 50, вооруженный двустволкой. «Это что тут такое было?» – удивился охотник, сняв с себя капюшон и пригладив черные с проседью волосы. «Волки?» «Да какие волки?» Обессиленно выругался Анатолий Евсеевич и присел на землю. «Оборотни, как из преисподней!» «Да ну!» – улыбнулся обросший грубой щетиной охотник. «Это тебе со страху волки оборотнями показались». Охотник присел рядом, достал из вещмешка термос и налил в пластиковую крышку теплую душистую жидкость. «Чай на травах», – сказал незнакомец, протягивая пенсионеру напиток. «Как ты вовремя!» – пробубнил Анатолий Евсеевич, жадно глотая теплое питье. «А ты сам откуда?» «Как откуда?» – удивился охотник. «Лесник я местный, обхожу территорию». «Лесник?» – пенсионер допил чай. «Знаю я местного лесника. Это друг мой закадычный с детства». Равнодушно улыбнулся охотник. «Ну, тогда я не местный лесник. Извини, если что не так». Вдруг в глазах пенсионера все помутилось, и он, потеряв сознание, кулем упал в траву. В городском отделе полиции полковник Вениамин Смирнов тряс свежим номером городской газетенки. «Что это, я вас спрашиваю?» – орал он на оперативника Володю Смирнова и шамана Виктора Иванова. «Как что?» – удивился Виктор. «Газета, само собой, разумеется». «Я и так такой-то матери вижу, что это газета». Еще сильнее обозлился начальник городской полиции. «Вы читали, что там понаписал этот писака бульварный Герка Седых?» «Примерно представляю», – равнодушно ответил шаман. «Там написано, что разбужен злобный дух народа Манси, что стоит воздержаться от походов в лес и прогулок по городу в вечернее время». «Так, значит, все-таки читали», – рыкнул полковник. «Хотя вы сейчас представляете, что в городе начнется? Паника». «Лучше паника, чем новые жертвы», – брякнул оперативник Смирнов. «И как этот прохиндей все узнал?» – задумался Смирнов над ловкостью газетчика Георгия Седых. «В библиотеке подслушал наш разговор», – спокойно ответил шаман. «И ваш сотрудник прав. Лучше паника, чем жертвы». В дверь начальника городской полиции внезапно ворвался еще один сотрудник. «Вениамин Сергеевич, еще один человек пропал!» «Блядь!» Полковник от досады запустил городской газетой в гонца, который принес новые нехорошие новости. На окраине города, где две крайние пятиэтажки вплотную подходили к лесу, решено было устроить первую засаду. Шаман Виктор для этого потребовал какую-нибудь наживку, козу, овцу, можно поросенка, сказал он милиционерам. Кстати, последнего, то есть непоседливого пятнистого молодого порося, привел оперативник Вовка Семенов, но предупредил, что с него свояк голову снимет, если с Кешкой, так звали поросенка, что-нибудь приключится. Шаман же заверил, что сделает все от него зависящее. «Сейчас, товарищ полковник», — сказал Виктор начальнику местной полиции, — «я проведу обряд. И смотрите, из начертанного мной круга не выходите с товарищем оперативным работником Владимиром. До моего условного знака, конечно». «А если этот оборотень не появится?» Смирнов уже 100 раз проклял себя за эту авантюру.
«Да не может такого быть», — улыбнулся шаман. «Посмотрите, какой красивый поросенок. Обязательно появится». «А какой будет условный знак?» – заинтересовался бывший десантник Володька Смирнов. «Правую руку подниму вверх», – Виктор показал ее оперу. «Вот тогда со всех ног бегите ко мне. Сейчас прошу помолчать». Шаман начал тихо постукивать в бубен и что-то нашептывать. Полковник Смирнов поначалу прислушивался, но плюнул. Все равно тот бубнил какую-то абракадабру. Кстати, с другой от бедного поросенка стороны точно такую же засаду шаман устроил еще для 2 оперативных сотрудников отдела. Круг, который начертил кинжалом Виктор, был примерно 3 метра в диаметре и позволял свободно сесть и даже немного задремать, чем тот же полковник и воспользовался, поручив зорко бдить за обстановкой молодому оперу. А между тем обстановка вырисовывалась следующая. В сумерках шаман Виктор, нарисовав точно такой же обережный круг для себя, занял прямо за привязанным к дереву поросенком. Потом он взял бубен и стал бить в него редкими гулкими ударами. Разлеталось по лесу. Прошло 5 минут, затем еще 5. В голове бывшего десантника Володьки шаманский бубен уже стал отзываться колокольным звоном. И когда Семенов решил, что с него хватит, и сейчас он выйдет из круга и навешает звездюлей этому шаману недоделанному, как вдруг он заметил несколько крадущихся теней. Первым заверещал, как маленький капризный карапуз, поросенок Кешка. За спиной оперативника зашевелился полковник Смирнов. «Идут», – тихо шепнул ему Володька. «Сам вижу, не дурак», – рыкнул также тихо Вениамин Сергеевич. 6 штук», – зашептал Семенов. «Оборотни, ядрить тебя через коромысло!» Полковник еще раз потер свои глаза. То, что он видел, пугало его до самых печенок. 6 сгорбленных человеческих фигур двигались угрожающе тихо. Они, как звери, принюхивались и оглядывались по сторонам. Орал Кешка, что означало на просячем наречии: «Вы там что, всем разом охренели? Меня скоро на сало пустят. Выскакивайте давайте из вашей долбанной засады». Шаман вдруг с резких ритмичных ударов перешел на быстрые. Стучал шаман в бубен, все убыстрее темп, и когда оборотни подошли к поросенку на 2 метра и готовы уже были его растерзать, шаман замолк и поднял правую руку вверх. То, что произошло дальше, полковник Смирнов разобрать не успел. Ноги сами его понесли наперерез к сгорбленным человеческим фигурам. В правое ухо заорал, как оглашенный бывший десантник: «За ВДВ!». С другого края поляны грянули дружное «Ура!» еще 2 оперативных сотрудника. А потом раздались 2 оружейных выстрела, и самое странное, они прилетели с противоположной стороны. Одна из сгорбленных фигур упала, а остальные оборотни с феноменальной звериной скоростью растворились в темной лесной чаще. Полковник Смирнов достал карманный фонарик и посветил на лежащую на земле фигуру. Когда луч упал на лицо оборотня, Вениамин Сергеевич содрогнулся. Он увидел получеловеческое и в то же время полузвериное лицо. «На пропавшего утром пенсионера похож», – сказал бывший ВДВшник Володька. «Только озверел чутка». «Манкрут», – сказал шаман. «Поутру нужно будет собрать все отделение, будем брать логово. Скорее всего, там же и источник». «Показать сможешь?» – спросил полковник, не разобрав, что за источник, что за логово, но поняв саму суть, что корень зла именно там. «Теперь уж точно найду». Шаман Виктор закрыл стеклянные глаза оборотня. «Парни, а кто стрелял? Это не мы», – пробурчал Володька, оглядываясь на полковника Смирнова. «Утро вечера мудренее», – ответил начальник городской полиции. «Завтра разберемся, кто тут стрелял». Пока полицейские переносили тело пропавшего пенсионера в служебный УАЗик, шаман Виктор непосредственным образом исчез. Володька Семенов хотел было его на своем Урале куда нужно подвезти, но того и след простыл. В однокомнатной квартире библиотекарши Ирины Мальцевой звякнул входной звонок. Несмотря на поздний час, она уже очень ждала его,
поэтому, придя с работы, завела свои темно-русые до плеч волосы, еле заметно подвела глаза и немного подкрасила губы. Запахнувшись в соблазнительный халатик до колена, она словно тень скользнула к входной двери и открыла ее. «Я думала, ты уже не придешь», – прошептала Ирина, прильнув всем телом к шаману Виктору. Погулял с девушкой и бросил. Она тут же отстранилась и криво усмехнулась. «Я не из таких», – так же тихо ответил Виктор, снимая свою последнюю одежду в прихожей. «Я брошу на пол, с нее скоро грязь сама отваливаться будет. Хочешь, я ее сейчас постираю?» Ирина опять прильнула к этому странному человеку. «Зачем?» Шаман поцеловал девушку, и они, так слившись в поцелуе, простояли около минуты. «Завтра все закончится». «И ты завтра уедешь?» Девушка повела Виктора за руку на кухню кормить самым поздним ужином в городе. «Наверное», — ответил шаман. «А я?» Ирина резко развернулась и посмотрела ему прямо в глаза. «А ты, если хочешь, поедешь со мной», — просто ответил Виктор. На искоренение зла в уездном и продолжительное время в спокойном городке К полковник Смирнов собрал всех, до кого мог дотянуться, и, само собой, на кого хватало бронежилетов. Команда насчитывала почти 15 человек. Почему почти? Потому что шамана Вениамин Сергеевич за бойца не считал. Виктор», — обратился полковник к эксперту по борьбе с нечистой силой, когда команда полностью вошла в лесную чащу. «Ты на рожон не лезь. Сам видишь, на тебя броника не хватило. Оружие я доверить тебе не могу. До места нас доведешь и в сторону. Я ясно выразился?» «Бронежилет мне без надобности», — невозмутимо ответил шаман, легко выискивая тропы в незнакомом лесу. «Я от пули заговоренный». «Пуля дура, штык молодец», — отрапортовал довольный бывший десантник Володька Смирнов. Ему вообще было по душе брести по лесу на серьезное дело, при этом сжимая в руках холодный, но такой безжалостный автомат Калашникова. «Пуля дура», — махнул рукой Смирнов. «Ты тоже не высовывайся, а то силой-то тебя Бог наградил, но на остальном сэкономил. Сегодня у меня будешь замыкающим». Шаман вдруг остановился и поднял правую руку вверх, что все трактовали одинаково замереть и не шуметь. Потом Виктор достал варган и заиграл нудную дребезжащую мелодию. Через 5 минут эксперт по общению с духами снова дал команду двигаться. Примерно час водил шаман доблестных защитников города К по ельникам, осинникам и березовым рощам. Если сначала милиционеры со всей серьезностью относились к проводнику, который периодически замирал и играл на варгане, то после 5-й остановки они уже откровенно потешались над Сусаниным. «Кажись, по кругу идем», – зашептал Володька Семенов полковнику Смирнову. «Кажись, сам вижу, что заплутали в 3 соснах. Виктор», – наконец не выдержал полковник, – «если ты заблудился, то скажи прямо. Нам голову пудрить твоими шаманскими штучками ни к чему. Вот пещера». Шаман вытер пот со лба. «Где?» – удивился полковник Смирнов. Виктор подошел к 3 пышным осинкам, которые росли прямо из камня, и с легкостью выдернул их из почвы. В камне открылся проход, в который вполне мог протиснуться взрослый мужчина. И как по заказу задул сильный и резкий ветер. «Колдовать запрещаю!» – хотел было выкрикнуть Смирнов, но и так было понятно, что шаман не виноват в перемене погоды. «Я сейчас бубном буду выманивать манкрутов наружу», – сказал Виктор. «Займите свои позиции так, чтобы можно было их спокойно расстреливать и при этом не зацепить друг друга». «Ты сдурел, что ли?» Тут же возмутился полковник. «Это же люди!» «К сожалению, уже нет». Шаман посмотрел на Смирнова. «Если, конечно, хотите, можете спуститься в пещеру и попробовать надеть на них наручники. Но за вашу жизнь я тогда не ручаюсь». «Товарищ полковник, а давайте их шибанем гранатой!» Горячо на ухо зашептал Вовка Семенов. «Отставить!» – приказал Вениамин Сергеевич. «Давай, шаман, играй.
Раз это уже нечистая сила, чего с ней церемониться? Виктор устроился поудобней в позе лотоса на небольшом холмике из мха и стал методично, с большими паузами, бить в бубен. Бывший ВДВшник перевел затвор и приготовился ждать. Однако первое получеловеческое существо выскочило почти сразу же. Вовка автоматически нажал на спусковой крючок и скосил первого оборотня. Тут же полезли следующие жуткие создания. Почин Семенова поддержали его соратники. Целых 5 минут в лесу стоял оглушительный треск автоматных очередей. «Это же все наши потеряшки!» Семенов геройски разглядывал трупы оборотней, пока остальные опера с непривычки вываливали содержимое своих желудков в ближайшие кусты. «Только одичали немного». «Ничего себе немного», – пробубнил полковник Смирнов. «У них морды, как у собак, стали вытянутые. Нужно будет вертолет вызвать, мне не хватало их еще по лесу тащить целых 5 километров». «Не все так просто». Шаман подошел к полковнику и тоже посмотрел на трупы манкрутов. «Что такое?» – занервничал Вениамин Сергеевич. «Если дух мансийских шаманов не ликвидируем, то в недельный срок все может повториться». Виктор закинул бубен себе за спину. «Что ты мне тут чешешь?» – взвизгнул полковник полиции. «Говори прямо, что может случиться без этих всяких выдуманных духов?» «Люди снова будут пропадать», – пояснил свою мысль шаман. Коротко и ясно. Лицо Смирнова побагровело. «Что требуется от нас?» 2 больших зеркала и 1 человека в помощь. Виктор внимательно посмотрел вокруг. «Сразу хочу предупредить. Зеркала после проведения обряда придется разбить и закопать». «Значит так». Полковник посмотрел на своих подчиненных в поисках того, на кого бы свалить всю эту непонятную чушь. «Семенов, сейчас идешь к своему мотоциклу, едешь в отделение, возьмешь там 1 зеркало из мужского туалета, другое из моего кабинета, и живо сюда. Тут дорога есть лесная, должен проехать на своем иноходце. Дальше поможешь шаману в общем, выполнять его распоряжение. Как понял, боец?» «Есть, Вениамин Сергеевич!» По-военному козырнул бывший десантник. Солнце уже миновало свою высшую точку, а проклятый шаман все никак не мог правильно выстроить зеркала. То так ему не нравилось, то эдак. Бывший ВДВшник Вовка Семенов уже замучился таскать их в разные точки поляны. «Ты толком объясни, как они по идее должны стоять?» – крикнул Семенов на капризного шамана. «Тут все от ощущений зависит». Виктор вновь перенес зеркала на несколько метров. «Мы сейчас еще несколько комбинаций попробуем, я их варганом прозвоню, и уже после этого остановимся на оптимальном варианте». «Я эту физику с детства ненавижу», – огрызнулся молодой опер, которому шаман махнул рукой, показывая, что нужно двигаться вправо. «Мне хоть так, хоть сяк, эти стекляшки поставь, ерундой уже час занимаемся». «Ладно». Не выдержал нытья шаман Виктор. «Крепи подпорки, оставим зеркало так. Сейчас запомни самое главное. Я буду бить в бубен, и как только подниму руку вверх, разобьешь свое зеркало вдребезги». «Подумаешь, командир нашелся», – буркнул недовольный опер, крепя зеркало в вертикальном положении в боковые подпорки. «У меня и без тебя командиров выше крыши». Дальше шаман большим ножом начертил на земле крест. Одна линия соединяла зеркала, на конце другой линии сел сам Виктор и оперативник Семенов. Какое-то время шаман что-то бубнил себе под нос, и бывший десантник даже решил под это дело немного вздремнуть. Но тут Виктор яростно застучал в бубен. «Ау, ау!» Резким неприятным голосом завыл шаман, не переставая бить в обтянутый кожей диск. Сначала яркое солнце закрыли невесть откуда взявшиеся тучи, потом подул резкий холодный ветер. Полицейскую фуражку бывшего ВДВшника быстро сдуло и унесло в кусты. Но каким-то шестым чувством Володька понял, что лучше с места не вставать, целее будешь. Что самое странное, зеркала стояли, как будто вокруг не было никакого ветра. «Ау, ау, а!» продолжал завывать истерично шаман,
все сильнее колотя в бубен. Холодок животного страха пробежал по спине оперативника, и краем глаза Семенов заметил, что в одном зеркале отразилась искаженная злобой наполовину медвежья, а наполовину человеческая морда. Шаман резко перестал бить в бубен и поднял правую руку. «Бросай!» – крикнул Виктор. Но оперативник внезапно оглох и увидел лишь, что шаман, как в немом кино, что-то пытается ему сказать. «Наверное, хочет, чтобы я разбил зеркало», – подумал Семенов. «А зачем? А смысл?» – медленно потекла его неповоротливая мысль. «Какой смешной человек этот шаман. Зачем-то мне показывает, что я должен бросить камень в наше полицейское милое зеркало. Глупый. Шумело в голове Володьки. Это же зеркало из нашего мужского туалета. Разве я могу его разбить? Но, наверное, я все же это сделаю, ведь полковник Смирнов вновь будет очень недоволен». Как в тумане, из последних сил бывший десантник, верный присяге всему Советскому Союзу, швырнул булыжник в такое милое зеркало. Дальше сознание бравого молодца погасло. Одновременно с броском бывшего ВДВшника шаман Виктор также зашвырнул камень в свое покрытое серебряной краской стекло. Ветер внезапно стих. Богатырского сложения сотрудник полиции повалился на траву. Шаман, обессилев, отложил бубен в сторону, пытаясь отдышаться. И тут на поляну перед пещерой вышел крепкий мужчина с двустволкой за спиной. Волосы его были черные с проседью. «Привет, Дон Кихот», — обратился он к шаману Виктору. «Все своими стекляшками балуешься, воюешь с ветряными мельницами? Не надоело?» «Так это ты, Санчо Панса, духов растормошил», — ответил Виктор охотнику. «Зачем? Разве учитель не повторял нам, что с духами шутки плохи? Не можешь усмирить — не берись». «Какой ты наивный!» Охотник всплеснул руками. «Нет больше учителя. Нету. Ты думаешь, я ради эксперимента пробудил древнего мансийского духа? Не смеши меня». Охотник издал неприятный, каркающий смех. «Денег мне заплатили, хороших». Он выпучил глаза. «Чтобы я тут кипиш устроил. Турнуть нужно было местного председателя горкома, а на его место посадить другого важного человека. Но, конечно, учитель нам говорил, что деньги – это зло, а сам-то он был не бедным человеком». Охотник подошел к поверженному бывшему десантнику, пощупал его пульс, приподнял одно веко и посмотрел в стеклянные глаза. «Ты думаешь, я дам тебе сейчас уйти?» Виктор взял свой бубен. «А что ты мне сделаешь?» – удивился Санчо Панса. «Заколдуешь? А у меня вот». Охотник потряс ружьем. «Универсальный расколдовыватель, двуствольный». Засмеялся он. «Ты же знаешь, что меня убить нельзя». Шаман ударил в бубен. «Знаю, вчера уже пробовал». Кисло искривился охотник. «Зато твоего подельника можно. Ладно, мне еще отчет писать нужно. Запомни, Дон Кихот, скоро наше время придет. Предприимчивый Санчо Панса, давай уже перебирайся к нам. У нас для шаманов всегда дело найдется». Охотник неспешно скрылся в лесной чаще. Эпилог. Оперативника Володю Семенова после недельного стационара в больнице выписали и наградили орденом за личное мужество. А когда он пришел в библиотеку, чтобы козырнуть наградой перед красавицей Иринкой Мальцевой, то узнал неприятную весть, что девушка переехала жить в другой город. Полковника Смирнова также наградили и выдали денежную премию. Лишь местного градоначальника сняли из-за того, что тот допустил распространение неизвестной инфекции в городе К, от которой погибло 6 человек.